Рано утром 3 января 2026 года ситуация вокруг Венесуэлы перешла в фазу прямого военного столкновения. По данным ряда СМИ, активная фаза американской операции в Каракасе длилась менее 30 минут. При этом взрывы, работа средств ПВО и отдельные боевые эпизоды в городе фиксировались дольше, что и породило первоначальные сообщения о более продолжительном характере боевых действий. Характер происходящего указывал не на разрозненные удары, а на заранее спланированную и синхронизированную операцию с четким временным окном. Согласно поступающей информации, под авиаудары попали ключевые военные объекты в южных районах столицы, включая базу Форт Тиуна и авиабазу Генералиссимуса Франсиско де Миранды. Сообщалось также об ударах по военно-морской инфраструктуре в районе Ла-Гуайры, что свидетельствовало о попытке парализовать не только сухопутные силы, но и прибрежный контур обороны. В небе над Каракасом фиксировалась активная работа средств ПВО, звучали мощные взрывы, а в отдельных районах города наблюдались перебои с электроснабжением и связью. Агентство Reuters сообщало не только об авиационных ударах, но и о высадке американских наземных подразделений, что указывало на комбинированный, многоуровневый характер операции. Очевидцы и местные СМИ утверждали, что в операции участвовали американские десантные вертолеты, включая тяжелые «Чинук», действовавшие как в интересах переброски сил, так и для огневой поддержки. Венесуэльские ВВС, по имеющимся данным, поднимали истребители Су-30 МКВ для перехвата целей. Однако масштаб и плотность ударов указывали на доминирование США в воздухе. Параллельно поступали сообщения о стрельбе в Каракасе, которую связывали с действиями диверсионно-штурмовых групп и возможной высадкой десанта вблизи стратегических объектов. Отдельные источники сообщали, что международный аэропорт Каракаса мог перейти под контроль американских военных и готовиться к приему транспортных самолетов, что косвенно подтверждало версию о подготовке к эвакуации или оперативной логистике. На этом фоне Дональд Трамп выступил с резонансным заявлением, в котором сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. По словам Трампа, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США, а дополнительные детали будут раскрыты позднее. Американская сторона тем самым дала понять, что произошедшее выходит за рамки обычной военной акции и представляет собой целенаправленную операцию по изоляции и устранению действующего политического руководства Венесуэлы как фактора управления. По данным CBS News, операция по захвату Мадуро была проведена бойцами первого оперативного отряда специальных сил армии США Delta Force при поддержке 160-го авиационного полка специальных операций. При этом подчеркивалось, что циркулирующие в сети изображения с моментом задержания могут быть недостоверными. Однако сам факт задержания и вывоз Мадуро и его супруги американская сторона рассматривает как подтвержденный. Такой формат – молниеносная операция, минимальное публичное сопровождение и последующее политическое заявление – выглядит как демонстрация нового типа силового давления. Дополнительные детали операции приводит CNN. По информации телеканала, президент Венесуэлы и его супруга находились в спальной комнате в момент начала рейда и были выведены американскими военными непосредственно оттуда. Отмечается, что на момент задержания пара спала. Отметим, что после проведенной операции Дональд Трамп сделал ряд заявлений. Мадуро и его супругу вывезли из Венесуэлы на вертолете и доставили на корабль, на котором их направят в Нью-Йорк. Соединенные Штаты будут активно вовлечены в работу нефтяного сектора Венесуэлы. По словам Трампа, у него не возникнет проблем с Китаем после задержания Мадуро, поскольку Пекин, как утверждается, сохранит доступ к венесуэльской нефти. Мне сказали профессиональные военные, что на Земле нет ни одной другой страны, которая могла бы выполнить такой маневр. Я наблюдал за этим буквально как за телешоу. Это было потрясающее зрелище, заявил Трамп. Ситуация получила дальнейшее развитие после сообщений из Нью-Йорка. По данным американских источников, прокуратура Южного округа требует применения смертной казни в отношении Николаса Мадуро, которого, как утверждается, в настоящий момент доставляют для участия в судебных процедурах.
Речь идет о рамках ранее утвержденного обвинительного пакета, где Мадуро и его супруга обвиняются в наркотрафике, хранении оружия и взрывных устройств, а также в действиях, направленных против Соединенных Штатов. Если эта информация будет подтверждена официально, речь пойдет о практически беспрецедентном случае в современной международной практике, когда действующий иностранный лидер не просто задержан, но и может предстать перед американским судом с запросом на высшую меру наказания. Реакция внутри Венесуэлы оказалась нервной и фрагментированной. Вице-президент Делси Родригес заявила, что власти не располагают информацией о местонахождении президента и его супруги и потребовала от США доказательств того, что они живы, тем самым де-факто признав серьезность заявлений Вашингтона. Министр обороны Владимир Падрино Лопес охарактеризовал произошедшее как самую преступную военную агрессию со стороны США и объявил о массированном развертывании военных ресурсов. При этом отсутствие в телеэфире ключевых фигур власти лишь усилило ощущение управленческого вакуума и неопределенности внутри страны. Международная реакция последовала практически мгновенно. Президент Колумбии Густаво Петро заявил о развертывании сил безопасности на границе, мобилизации гуманитарных ресурсов на случай возможного потока беженцев и намерении добиваться срочного заседания Совета безопасности ООН. Иран через МИД осудил удары США, назвав их грубым нарушением Устава ООН и международного права. Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал международное сообщество к немедленным действиям. Россия заявила о крайней обеспокоенности и потребовала незамедлительно прояснить ситуацию с насильственным вывозом Мадуро, указав на недопустимость посягательства на суверенитет независимого государства. Мексика, в свою очередь, осудила удары США по Венесуэле, призвала уважать международное право и устав ООН. На этом фоне ключевой вопрос заключается не только в судьбе венесуэльского руководства, но и в том, каким будет следующий шаг Вашингтона. Если сценарий с быстрым политическим коллапсом Каракаса реализуется, Венесуэла может перейти под контроль переходной администрации или нового, более лояльного США руководства. В таком случае на первый план выходит фактор нефти. Венесуэла обладает одними из крупнейших в мире запасов углеводородов, и потенциальный доступ США к этим ресурсам способен радикально изменить баланс на мировом нефтяном рынке. Резкое увеличение добычи и экспорта может привести к снижению цен, усилить давление на страны ОПЕК и ударить по доходам сырьевых экономик, одновременно укрепляя доллар как ключевой инструмент глобального экономического и политического влияния. Именно здесь возникает и иранский фактор. Если операция в Венесуэле будет воспринята в Вашингтоне как быстрая, управляемая и успешная демонстрация силы, сторонники жесткого сценария в отношении Тегерана получат мощный аргумент в пользу аналогичных действий на Ближнем Востоке. Прецедент молниеносной операции с изоляцией политического руководства может радикально изменить расчеты в американском истеблишменте и по отношению к другим государствам, находящимся под санкционным и политическим давлением. В то же время нельзя исключать и обратный сценарий – затяжное сопротивление, раскол внутри венесуэльских элит или региональную дестабилизацию, что способно превратить нынешний кризис в долгую и трудноуправляемую фазу. Таким образом, события в Каракасе – это не просто региональный конфликт и не разовая спецоперация. Это потенциальный переломный момент, который может повлиять на мировые энергетические рынки, на баланс между долларом и сырьевыми экономиками, а также на стратегические расчеты США в отношении Ирана и других государств. Последствия этой операции, уложившейся менее чем в 30 минут активной фазы, могут ощущаться далеко за пределами Венесуэлы и Латинской Америки, формируя новую и куда более жесткую реальность глобальной политики. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на Регньюз, чтобы не пропускать самые важные и актуальные мировые новости и аналитику.